что внутри попкорна для микроволновки. О, она пенится, она прям пенится. Это удивительно. Щечки-то какие. Ставим ему бесконечно низкую оценку. Что? Почему-то все, где я думал, что это правда, это оказалось ложью. Всем привет! С вами мы... Простите. И сегодня мы... С вами мы, и сегодня будем проверять лайфхаки из ТикТока. Матюша, как заметили вы, сегодня в стиле Гарри Стайлза. Прошу вас, какой элегантный джентльмен. Спасибо большое за всю вашу поддержку, мы очень ценим. Обязательно лайкни это видео и напиши комментарий, какая песня Гарри Стайлза больше всего подходит Матюше. И погнали. И первый лайфхак. На этом видео мужик наждачкой зачищает банку из-под колы, опускает ее в жидкость и остается пластиковая пленка. Мы уже делали подобный эксперимент и замачивали мы банку в хлоре. Это, естественно, не дало никаких результатов. Сегодня мы попробуем сделать то же самое, но с кротом. И в конце этого видео узнаем, растворится она или нет. Честно говоря, я не верю, что так получится. Алюминий, возможно, расплавится, но вряд ли там останется какая-то пленка, как на видео. Не веришь? Не верит. Стол надо спасти от стружки алюминиевой. Матюша ушел, но бусинка заняла его место. У любимой травы, пожалуйста. Коты-садовники. Растворять будем колу вот в этой штуке. Краску мы сдерем с помощью наждачной бумаги. Буси? Буси? Пожалуйста. Пожалуйста. Буси пошла попить. По крайней мере, мне так кажется. Снимаем всю краску. Как будто снова попал в отцовский гараж. Идеально чистая баночка. И надеюсь, крот с этим среагирует. Открываем банку. Это палочка, чтобы повесить ее. Конструкция готова. Теперь крот. Ну, реакция пошла какая-то. Но что-то не особо активная. О, она пенится, она прям пенится. В общем, теперь мы это оставляем на час. Половина баночки у нас в кроте, половина не в кроте. Какой ты красивый, господи. Щечки-то какие. По-финдуйски. Во втором лайфхаке нам показывают, как можно приготовить карамельный попкорн. И мы решили проверить, так ли это на самом деле. Для этого у нас есть попкорн и Skittles. Skittles. Попробуем, получится ли у нас так же вкусно, как в кинотеатре. Яромир, с вашего позволения. Стой! Побег. Фиолетовый, люблю фиолетовый. Ты любишь фиолетовый? Ты не любишь. Skittles сюда. Бип. Заливаем это все маслом. Проверь еще раз. Все хорошо, все хорошо. И теперь мы делаем, как великие шеф-повара. Берут Skittles в масле и делают вот так. О. Короче. Попкорн для микроволновки. Вы же всегда хотели узнать, что внутри попкорна для микроволновки. Вот и посмотрим. Выглядит омерзительно. Кажется, с маргарином или маслом каким-то. Вываливаем это сюда. И накрываем крышкой. А нам остается только ждать. И вот по идее сейчас попкорн взрывается, и он должен покрываться растаявшим скитлсом. Интересно, как узнать, что все попкорнины взорвались? Ты знаешь? Выглядит так, как будто знает, но не хочет говорить. Что-то паленым начинает вонять. Ладно, может, уже хватит. Весь Skittles растаял. Вот он. Кажется, это он и дымил. И только нижняя часть покрылась карамелью. Часть попкорна даже не успела лопнуть, но потому что карамель начала гореть. Ну, наверное, имеет смысл пробовать сразу вот эту вот карамельную часть. Мэть. При том, что Матюша любит всякую жареную, невкусную, вернее, невкусную, масляную фигню, он почему-то не хочет. Да, естественно, я ему только даю нюхать, но уже по тому, как он нюхает, уже видно, хочет он или нет. Господи, ну я отвлекся, но это омерзительно, это очень горько, это как будто... Даже не знаю, с чем сравнить, это... Вот я никогда не пробовал деготь, но говорят, деготь, ложка дегтя в бочке меда. Вот это вот, я думаю, деготь именно вот такой на вкус. Лайфхак есть лайфхак.
Все сделал как надо, а очень много кукурузы даже не взорвалась, даже не жарилась, не успела сжариться. Короче, если хотите карамельный попкорн, то готовьте его нормальным способом, а не пользуясь вот этим лайфхаком. Полезность его бесконечно стремится к нулю. Это просто перевод продуктов из Skittles. Skittles не продукты. Плохой лайфхак. Итак, Матюнечка. У нас следующий лайфхак. Говорят, что в дезодоранте, если откупорить вот эту крышечку резиновую, там будет кольцо. Полезность крайне высока. Представьте, вы дарите девушке на 8 марта дезодорант, она такая, что? А ты такой, там кольцо. Прикинь, я нашел дезодорант такой же формы, как на видео. Но что самое главное, у него точно такая же резиновая вот эта штучка сверху. Режем. Так, убираем резинку. Там кольцо. Нет, подожди, снять это не очень эффектно. Ой, упала! Это даже, это какой-то, я даже не знаю, пиратский перстень. Удобно, скажите. Оп, дезодорант, оп, кольцо. Ладно, на самом деле это очевидно фейк. Я бы сказал, даже это хорошая идея разыграть свою девушку. Или парня, если ваш парень Антон Шастун. Вы дарите дезодорант, и он такой, что? А там оказывается колечко. Ну, короче, засунуть его сюда довольно просто. Сюда ставится колечко. И вот эта штука сюда надевается, а сверху резиновая штука. Колечко. В общем, это фейк, но полезность очень высокая. Едем дальше. И сейчас у нас кулинарный лайфхак. Нам утверждают, что получится офигенная пюрешка, если в кипящую воду засунуть чипсики и там их смешать, перемешать, добавить маслица. Ну, то есть улучшатели все-таки там есть. То так давайте попробуем. Мы уже пробовали сделать mac and cheese из Cheetos. Получилось довольно посредственно, но в принципе есть можно. Сейчас мы попробуем сделать пюрешку. И снова Яромир поможет нам. Здравствуйте. Попробуйте. Мэйте только Лейс рекламировать. Высыпаем все. Матюш, короче, давай ты походишь пока чуть-чуть, а я сделаю все, а потом тебя позову. И постоянно мешаем. Они прям даже как картошка начинают становиться очень мягкими. И, наверное, придется еще и размять. Это пахнет реально как пюре. В процессе помешивания уже почти все и так смешалось. Консистенция пюрешки подходящая. Переваливаем ее в миску. И теперь, как в видео, добавляем сюда сливочного маслица. И мнем толкушкой. Меня вообще поражает уже то, что из пачки можно реально получить нечто, как минимум, похожее на пюре по внешнему виду. Мэти, твои любимые чипсы перешли в новое агрегатное состояние. Понюхаешь? Пахнет как пюрешка. Пища богов. Это удивительно. Химического привкуса здесь практически нет. И это гораздо вкуснее, чем mac and cheese Cheetos. Ну, не самое лучшее пюре, которое я пробовал в жизни. Как будто пюре на воде. Можно попробовать сварить чипсы на молоке. И тогда будет явно в разы вкуснее. Это прям неплохо. К вам пришли гости на званый ужин. А у вас все забито чипсами. Просто берете, делаете кучу пюрешки. Все подумают, что вы не такой хороший повар, зато хороший хозяин. Я бы оценил это довольно высоко. Это прям неплохо. Следующий лайфхак. My life just changed forever. Суть в том, что на видео показывают, как можно открыть банку с лимонадом и чем угодно на самом деле. Просто продавливая ее пальцем. А это значит, что нам нужен тазик. Та-дам! И 3 банки, потому что мы за настоящую честную выборку. Давайте пробовать. Матюш, если что, беги. У меня аж палец погнулся. Во-первых, попробуем по окружности это сделать. Не вариант. Не получилось. Не повезло. Поэтому у нас есть еще 2 банки, чтобы проверить это. Ну, мало ли, может быть, там какая-то супер сталь, а не алюминий.
Вторая банка. Сжимая вторым пальцем на первый, она все равно не продавливается. Я не понимаю, в чем прикол. Как настоящие экспериментаторы мы попробуем все-таки продавить. К сожалению, я не смогу замерить силу давления, с которой нужно надавить, чтобы она провалилась. Мы попробуем напильником, ну то есть это, грубо говоря, идеальный палец, идеальный металлический, железный, крепкий палец. Я придавлю настолько, насколько получится, и посмотрим вообще, сможет ли она лопнуть. Плюс площадь надавливания будет небольшой, соответственно, сил придется приложить гораздо меньше для того, чтобы, ну, образовалось достаточно сильное давление. Матюш, ты все знаешь. Ну, серьезно? Офигеть, я пробил ее насквозь. Но прикол в том, что на видео было видно, сколько мне сил пришлось приложить, чтобы пробить ее. Да никаким пальцем ты не приложишь столько усилия. В Пепси здесь все. Стол, тазик, я, пижама, даже небо. В общем, вы сами видели, сколько мне сил пришлось приложить. Еще и вот такой вот металлической тонкой фигней. Это очевидно фейк. И за вот это все, за то, что я весь в Пепси, мы с Матюшей ставим ему бесконечно низкую оценку. Это плохой лайфхак. Плохой лайфхак. Папам. Видно, какая здесь происходит реакция. Сколько здесь пены. Матюш только нужно отодвинуть. Всякие химические реагенты и коты понятия несовместимы. Это ложь! Что? Я был уверен, что сработает. Что за фигня? Прошло уже, ну, часа полтора-два, наверное. Вот, даже видно, как почернел алюминий, он окислился и так далее. Но нет здесь никакого полиэтилена, вообще нет. Вот здесь чистый алюминий, который не соприкасался с кротом, а вот здесь вот все соприкасалось с кротом. Фейк? Кажется, да. Но я предлагаю оставить эту банку в кроте еще на несколько суток. И посмотреть, что произойдет. Но увидимся через 3 суток. И здесь наша кола простояла в кроте 3 суток. Вам интересно, что получилось? Мне очень интересно. Тебе интересно? Матюше не интересно. Но это нормально. Давайте смотреть. Во-первых... Ладно. Спустя 3 суток никакой пластик здесь не появился. Весь алюминий просто разъело. Вон она, нижняя часть отвалилась. Она пустая. Более того, пена от реакции дошла аж до верха. Вот здесь, вот до сюда доходил крот. И вот она отваливается нормально. Видно, как крот повлиял на алюминий. То есть вот здесь все полностью разъедено. Вот здесь вот чуть-чуть доходили. Пена от реакции доходила немного. Факт в том, что крот разъедает алюминий, но никакой пластик там не появляется. То, что мы видим через 3 суток, очень сильно отличается от того видео и вообще не подтверждает то видео, которое мы смотрели. А вот донышко баночки, с ним вообще ничего не произошло. В общем, сегодняшний выпуск для меня оказался довольно неожиданным. Почему-то все, где я думал, что это правда, это оказалось ложью. А там, где я думал, что это ложь, оказалось ближе к правде. Но для этого мы проверяем эти лайфхаки. А еще я сижу как хрюндель в Пепси. Именно поэтому ставьте лайк под этим видео. Напишите, насколько Матюше идет этот костюмчик. И спасибо, что были с нами. Пока.